нашем мире взросление девочки часто сводят к физическим изменениям, первой менструации, изменениям в фигуре. В исламе этот процесс — нечто неизмеримо большее. Это не просто биологический факт, а торжественное, ответственное и прекрасное духовное путешествие от детства к зрелости. Это момент, когда Всевышний через физиологию дает знак: «Теперь на тебя распространяются мои милости, но и твои обязательства передо мной становятся глубже». Стать женщиной в исламе — это не просто вырасти. Это приобрести новый статус, новые права и новые обязанности перед Аллахом, перед самой собой и перед обществом. Давайте пройдем по этому пути вместе, шаг за шагом, без ложного стыда, но с пониманием глубокой мудрости, заложенной в этих переменах. Первый знак — бальик, что означает совершеннолетие, вхождение в океан ответственности. Представьте, что всю жизнь вы учились плавать на мелководье под присмотром родителей. А потом однажды вам вручают ключ от собственной лодки и говорят: «Теперь ты можешь выходить в открытое море, ловить свою рыбу, но и нести ответственность за свой курс, за погоду и за сохранность судна». Физические признаки, менструация или хайд — это и есть тот самый ключ. Это не болезнь и не проклятие. Это знак от Аллаха о том, что тело девочки созрело для потенциального материнства. С этого момента начинается отсчет ее религиозных обязанностей — фараид. Теперь ее молитвы, намаз, пост, ураза, следование предписаниям хиджаба, стремление к знаниям записываются в ее личную книгу деяний. Она напрямую, без посредников, строит свои отношения с Создателем. Детские грехи прощаются, и начинается новый чистый лист. Ее свидетельство в суде становится действительным, а мнение и согласие начинают иметь юридический вес, особенно в вопросах замужества. К примеру, Амина, 12 лет. Она всегда молилась с мамой за компанию. После наступления совершеннолетия мама садится с ней и говорит: «Доченька, теперь каждая твоя пропущенная молитва — это уже твой личный долг перед Аллахом, который нужно восполнить. Но и каждая совершенная молитва имеет теперь совершенно иную, взрослую ценность. Я тебя научила, а теперь это твой личный диалог с ним». Это разговор не о страхе, а о достоинстве и доверии, которое оказывает ей Всевышний. Вторым знаком является внутренний стержень — формирование акля, разума, и накы — сознания. Женщина в исламе — это не просто тело, это в первую очередь разумная, сознательная личность. Взросление — это время активного формирования двух ключевых качеств. Акль означает разум и интеллект. Это способность отличать пользу от вреда, хорошее от дурного, принимать взвешенные решения. Теперь девочку учат не просто слушаться, а понимать почему. Почему нужно одеваться скромно? Чтобы защитить свою честь и чтобы тебя оценили за ум и характер, а не за внешность. Почему важно получать знания? Потому что невежественная женщина не сможет воспитать поколение, построить крепкую семью или быть полноценной советчицей. Второе качество называется накы, что означает совесть и богобоязненность. Это внутренний компас, голос души. Это то, что заставляет ее чувствовать стыд не перед людьми, а перед Аллахом, хая. Именно хая — не зажатость, а сокровенное чувство достоинства, которое удерживает от недостойного и побуждает к благому, называется украшением женщины в хадисах. Взрослая женщина в исламском понимании — это мудрая хозяйка своей жизни. Она может вести домашний бюджет, давать мудрые советы мужу и детям, как это делала Хадиджа, первая и любимая жена пророка. Заниматься бизнесом, передавать знания, как Аиша, ставшая великим ученым и передавшая тысячи хадисов. Ее сила в ее уме, твердости принципов и глубине веры. Третьим знаком становления женщины является внешнее оформление. Это хиджаб как доспехи достоинства. Совершеннолетие влечет за собой обязательство ношения хиджаба. Важно понять, хиджаб — это не просто платок на голове, это целостная концепция скромности в одежде, поведении и речи. Это не ограничение свободы, а ее обретение.
Представьте драгоценную жемчужину. Ее хранят в шкатулке не потому, что она некрасива, а потому, что она бесценна. Хиджаб — это шкатулка, которая защищает внутренний свет и красоту девушки от чужих, оценивающих потребительских взглядов. Он говорит миру: «Цени мой разум, мою личность, мою веру. Мое тело — не общественное достояние». Это акт поклонения и знак принадлежности. Одевая хиджаб, девушка заявляет: «Я мусульманка, я следую законам моего Господа и горжусь этим». Это ежедневное, видимое подтверждение ее веры. Это фильтр для отношений. Он помогает притянуть того, кто будет ценить ее внутренний мир, а не только внешнюю форму. К примеру, Лина начинает носить хиджаб в 14 лет. Сначала это трудно, вопросы в школе, жажда летом, но постепенно она замечает, как меняется отношение к ней. Мальчики в классе начинают разговаривать с ней о серьезных темах, советоваться. Она сама чувствует себя спокойнее, увереннее. Ее личность раскрывается изнутри, а не проецируется через короткую юбку. Хиджаб становится ее щитом и короной одновременно. Четвертый знак — это социальный статус. Взросление открывает перед девушкой новые социальные роли, ключ к которым — ее осознанное согласие. Ислам дарует девушке право принять или отвергнуть предложение о замужестве. Брак без ее добровольного согласия недействителен. Она имеет право видеть жениха, задавать ему вопросы, оговаривать условия в брачном контракте, сихер. Она перестает быть пассивным объектом, а становится стороной, заключающей ответственный договор. Став женой, она приобретает не хозяина, а партнера, покровителя, каввама, который обязан ее обеспечивать, защищать и относиться к ней с добротой. Ее роль в браке — не роль служанки, а роль хранительницы очага, сердца семьи, мудрой советчицы и источника милосердия, рахима. Статус матери — это вершина социального и духовного статуса женщины в исламе. «Рай находится под ногами матерей», — сказал пророк. Мать — это первый университет, первый духовный наставник. Через материнство женщина реализует свою творческую, созидательную силу в самой высокой степени. Пятым знаком становления женщины является духовная сердцевина, от исполнения к пониманию. Самое главное преображение происходит внутри. Девочка исполняла обряды, потому что так надо. Женщина стремится понять их смысл и наполнить их искренностью, ихласом. Ее молитва становится глубже, потому что она просит уже не только за себя, но и за свою будущую семью, детей. Ее пост учит ее терпению и состраданию, которые так нужны в семейной жизни. Она начинает искать знания осознанно, не просто выучить суру, а понять, как жить по ней. Она учится доверять Аллаху в сложных ситуациях, развивая в себе таваккуль, упование. Взрослая женщина-мусульманка — это сад, за которым она сама ухаживает. В этом саду есть деревья обязательных молитв, фард, цветы желательных поступков, сунна, плоды знаний и ограда терпения, сабр. Она поливает этот сад слезами дуа, молитв, очищает от сорняков дурных мыслей и пожинает урожай внутреннего покоя, сакина и довольства Аллаха. Стать женщиной в исламе значит принять на себя благородную ношу ответственности и раскрыть в себе источник милосердия, мудрости и силы. Это не конец беззаботного детства, а начало великого приключения, построения своей жизни, своей личности и в будущем своего крепкого, светлого дома на принципах веры, знания и достоинства. Пусть Аллах дарует каждой девочке, вступающей на этот путь, мудрых наставников, понимающих родителей и чистоту сердца, чтобы ее взросление было благословенным, осознанным и наполненным светом ислама.